Нурчулпон, прекрасная певица из Кыргызстана, стала победительницей 9-го эпизода в популярном музыкальном проекте Димаша Кудайбергена «Голос за горизонтом». Шоу с ее участием посмотрело больше 1,5 миллиарда людей. Эти невероятные цифры дают нам понять, что перед нами новая звезда, которая может стать всемирно известной вслед за Димашем Кудайбергеном. Девушка доказала всем, что именно она заслуживает первого места и проявила себя как не только замечательная исполнительница с красивым голосом, но и как хороший композитор, ведь она выступала с песней своего собственного сочинения, которая называется «Танец кочевника». Эта победа дала новый виток популярности Нурчулпон. Теперь певица знаменита не только в родном Кыргызстане, но и за его пределами, ведь данное шоу выходило на большом телевизионном канале Китая. Сегодня я познакомлю вас с этой замечательной певицей, расскажу о ее судьбе и как она добиралась до своей славы. Но и самое главное, я отвечу на вопрос, почему именно эту девушку можно с легкостью назвать символом прекрасного Кыргызстана. Поэтому, чтобы не пропустить самые интересные моменты, настоятельно советую вам досмотреть это видео до самого конца. С вами канал Азия Films, я его автор и ведущий, и теперь у нас будут выходить только качественные видео с моей авторской озвучкой. Я буду вам рассказывать и показывать не только про Димаша. Впереди много видео о самых знаменитых людях и событиях всей Азии и не только. Заваривайте чай или кофе и приятного просмотра, друзья! Барлығымызға сезіндірмек ойы бар. Джакши. Very well. Мы сейчас за кулисами конкурса китайского шоу. Все артисты здесь. Из 6 разных стран 8 артистов. Совсем недавно закончился грандиозный музыкальный проект «Голос за горизонтом». Продюсером проекта стал знаменитый на весь мир казахский певец Димаш. Мы сделаем отдельное видео об этом конкурсе и его невероятных рекордах и о каждом участнике с этого конкурса. Ну а сегодня у нас видео про конкретную певицу. Так вот, сразу хочется сказать о том, что Нурчулпон мгновенно завоевала сердца не только многочисленных телезрителей по всему миру, но и сам Димаш не остался в стороне и был очень тронут и удивлен таланту молодой артистки из Кыргызстана. После выступления Нурчулпон Димаш взял слово и обратился к певице. Вот что он сказал. «Сегодня из-за погоды мы замерзли, но ваше пение нас согрело. Потрясающее выступление и танец. Мы наблюдаем за становлением большого артиста. Нурчулпон известна в своей стране, но после сегодняшнего выступления количество ее поклонников вырастет». Присоединяюсь к каждому слову Димаша. Также хочется отметить, что Димаш на протяжении всего шоу общался с певицей, возможно, давал ей какие-то советы и наставления. Я думаю, что девушка точно взяла что-то на вооружение для дальнейших выступлений. Поклонники артистки пророчат ей большое будущее и концерты в разных уголках мира. На протяжении всего участия в шоу Нурчулпон ярко проявляла себя на сцене, чем завоевала любовь членов жюри и зрителей. Я сейчас на том самом китайском конкурсе, и сейчас мне собираются делать китайский макияж для сцены. Давайте посмотрим, как это будет. Смотрите, как накрасили меня китайские мастера-визажисты. Заметьте, они добавляют под глазами такую выпуклость. Это считается красиво в Китае. Мы сейчас за кулисами конкурса китайского шоу. Мы ждем результаты голосования.
Конечно же, у нас сейчас нет сомнений, что впереди у Нурчулпон большая карьера, но сейчас я бы хотел, так сказать, презентовать вам эту замечательную артистку. Я хочу познакомить вас с ней и рассказать о том, как она жила до славы и как шла к своей популярности. Нурчулпон – кыргызская певица и композитор. Родилась красавица в городе Ош 23 июля 1997 года. Таким образом, мы с вами узнаем, что девушке сейчас 29 лет. Члены семьи будущей певицы были далеки от музыки. В детстве девушка мечтала стать археологом, но в какой-то момент времени ее мама услышала, как поет дочь, и посоветовала юной артистке идти и поступать в музыкальное училище. Видимо, мама сразу разглядела в дочери скрытый талант. Именно так юная Нурчулпон и поступила. Она последовала совету мамы и отправилась в Бишкек поступать в Кыргызское государственное музыкальное училище имени Мураталы Кырынкеева. Я заранее прошу прощения, если вдруг неправильно произнесу чье-то имя и неверно поставлю ударение в слове. Извините. Так вот, девушка не только поступила в это училище и успешно окончила его, получив специальность инструментальное исполнительство и вокальное искусство. Она продолжила дальше свой творческий путь и поступила уже в Кыргызскую национальную консерваторию имени Калыя Молдобасанова, где окончила композиторское отделение. Не зря она является автором и композитором своих песен. Кстати, здесь также стоит отметить то, что учителем девушки в консерватории был известный композитор Муратбек Бегалиев. Когда девушка училась на 5-м курсе консерватории, она написала оперу, в связи с чем получила приглашение на стажировку в Японию. Друзья, дайте мне буквально 1 секунду, и я просто не могу не поделиться с вами своими эмоциями. Честно признаюсь, когда я увидел в интернете видео этой певицы, я был в шоке. И это не просто громкие слова. Я услышал голос ушедшей эпохи. Девушка со звонким и приятным голосом мгновенно перенесла меня в старые советские фильмы. Кабы не было зимы, а все время лето, мы бы не знали кутерьмы новогодней этой. Одежда, мой полпасено, а удача награда за смелость. Someone holds me safe and warm, horses sprint through a silver storm. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Ее добрый голос окутал меня с ног до головы, и я задал себе лишь один вопрос. Почему я не слышал раньше об этой певице? Где ее прятали столько лет? Это же настоящее золото. И, конечно же, я сразу понял, что просто обязан сделать видео об этой певице. Так вот, продолжим. Вы помните знаменитые голоса Анны Герман или Валентины Толкуновой? Вы помните эту атмосферу, в которую мы погружаемся, когда слышим что-то подобное? Именно в эту атмосферу может погрузить нас голос прекрасной Нурчулпон. Это первое сравнение, которое сразу пробегает в голове, когда ты слышишь дивный вокал этой девушки. Я хотел бы отметить, что певица не загоняет себя в какие-то определенные жанры и вокальные рамки. Девушка пробует себя и ищет на всей территории музыкальной вселенной. В ее арсенале можно услышать поп-композиции, оперу, фолк. Девушка поет не только на кыргызском и русском языке, но также на английском, итальянском, японском и даже бурятском.
Это настоящий вундеркинд, и я очень рад тому, что именно она открывает новую эру больших и информативных видео на нашем канале. Стоит отдельно отметить каверы известных песен, которые исполняет певица, ведь она не просто поет то, что мы уже слышали, она дарит этим произведениям новую жизнь и новое прочтение. Вот что сама Нурчулпон говорит о своих каверах на популярные хиты. Каверы поются не для того, чтобы перепеть оригинал, а для того, чтобы выразить новые грани той или иной композиции. Таким образом можно открыть и ранее неизвестные возможности в себе. Ее кавер-версии хитов покорили многих людей, и это подтверждает большое количество просмотров под этими видео. Я слушал, как поет эта девушка, и мне казалось, что ее голос будто хрустальный, такой чистый и звонкий, без налета современного шоу-бизнеса. Когда ты слышишь это пение, ты чувствуешь, что поет добрый человек. У этой артистки добрые глаза, и это очень притягивает людей. Я не могу ее сравнить ни с одной певицей, которая сейчас есть на территории всех бывших советских республик. И это меня очень радует, это говорит о настоящем таланте и оригинальном исполнении. Слышно, что девушка долго и упорно обучалась этому мастерству. Она очень ответственно подходит к исполнению каждой песни. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Painted wings, things I almost remember. Дорогие кыргызы, какие же вы талантливые, сколько еще неизвестных алмазов скрыто в вашей стране. Я уверен на 100%, что Нурчулпон будет прославлять свою страну по всему миру. Эта девушка достойна быть символом Кыргызстана, и я думаю, что со мной согласятся все ее земляки. Она не замечена ни в каких скандалах, она не подпитывает интерес к своей персоне чем-либо еще, кроме голоса и настоящего таланта. Она чистая, добрая, искренняя и настоящая. А посмотрите, как шикарно на ней смотрятся кыргызские народные костюмы и как прекрасно она играет на народных инструментах. Огромный привет Кыргызстану от меня и от канала Азия Фильмс. Добра и процветания вам! Но
это еще не все. Вместе с этим видео на нашем канале появится еще один отдельный ролик, в котором Нурчулпон описывает свое знакомство с Димашем и рассказывает об их отношениях на проекте. Это видео будет доступно всем спонсорам нашего канала. Вы также можете стать спонсором канала Азия Films за минимальную сумму, и тогда вам откроются все закрытые видео канала. Или же вы просто можете отправить нам донат и сообщение для автора видео, то есть меня. Лучшие донаты мы будем публиковать в новых видео. Спасибо, друзья, благодаря вам мы существуем. қайтып келсін дейді. Мурдап көрөм бир комуз менен ушул жерде. Күндөгө чыгып аткан жокмун да. Талтай беріңіз, мен тек айтуым керек қой болды. Обязательно напишите свое мнение об этой удивительной певице в комментариях. Напишите, из какого вы города и страны. Поделитесь этим роликом с друзьями, пусть они также услышат эту прекрасную девушку. Поддержите нас лайком, и чтобы больше никогда не пропускать наши свежие выпуски про новых героев, не забудьте подписаться на канал Азия Films. Кстати, напишите, про кого нам сделать новое видео. Спасибо, что вы с нами, и пусть ваш дом всегда будет наполнен счастьем и любовью. До встречи в новых роликах, друзья!